Привет! А вы были на самой длинной канатной дороге Грузии? Если нет, вам с нами по пути. Мы не местные. Это Константин, Аделина. Где мы? И мы сегодня приехали на канатную дорогу Арго. Давайте поднимемся и посмотрим, что там вообще есть и что это за развлекательный комплекс. Мы с вами подошли к терминалу канатной дороги. Вот так вот выглядит здание. Находится на улице Баку. Здесь стоят самокаты. Такая площадь. Там продаются разные напитки. Вон там видим, уже кто-то подъехал в своем вагончике. Заходим. Мы уже видим много людей, которые ожидают своей очереди. Да, вон там видим очередь. Здесь у нас Данкин. Хорошо, тикет офис. А, вот, нам сюда, в кассу. Что у нас здесь с ценами? Прайс. 30 лари стоит для взрослых, для детей 7, от 5 до 12, и для детей до 5 лет вообще бесплатно можно прокатиться. Ну вот, на русском языке. Максимальная скорость 5 метров в секунду, 20 всего кабинок, максимальная высота 56,8 метров. Сейчас мы купим билетики. Аделина сейчас оплачивает картой и покупает 2 билетика. Очень удобно, можно наличкой расплатиться, можно по карте. Мы взяли 2 билета. Стоимость билета на взрослого человека 30 лари. 1 билет. А теперь, помимо этого, нам еще предстоит отстоять очередь для того, чтобы занять свое место в кабинке. А кто хочет, вы можете сфотографироваться. Смотрите, здесь висит такой аппарат. Вы можете сфоткаться на фоне, на зеленом фоне. Хорошо, Спасибо. Билеты нужно сохранять до обратной. Зачем ты почему-то сохранять, зачем, не знаешь? Короче, нужно сохранить билеты, мы сохраняем. Нас обратно пустили. Может быть. А вот здесь начинает путь такой маленький фуникулер, кабинка. И поедет вон туда. Идет наша кабинка, смотрите. Вон она. Скорость большая, когда сюда приближается с высоты. А при подъезде очень медленно она замедляется. Специально, чтобы люди могли выйти и сесть. Вот. Заходим. Первые. Здесь человек 6 точно может поместиться. Ну что ж, посмотрим, какое это будет путешествие на самой длинной канатной дороге в Грузии, да? Или в Европе. Да, мы сейчас с вами поднимаемся по самой протяженной канатной дороге в Грузии. Ее протяженность составляет чуть больше 2,5 километров. Наш путь займет около 15 минут до подъема на вершину. Потихоньку поднимаемся. Поднимаемся. Все выше и выше. Уже видны крыши домиков Батуми. Хотя немножко мутные стекла, но чуть-чуть видно. Здесь море. Смотрите, какой шикарный вид на море. Все нормально, комфортно. Немножко душновато здесь. Открыты вот эти вот форточки, но как будто еще хочется больше открыть, но больше не открываются. Жарко, потому что сейчас плюс 27 градусов, представляете? Но я думаю, будет чуть-чуть попрохладнее наверху. Какая высота это? 400? Вообще мы поднимаемся на гору Ферия, которую мы видим сзади нас, высота 250 метров. И эта канатная дорога была открыта сравнительно недавно, в 2013 году, швейцарско-австрийской компанией Doppelmayr, если не ошибаюсь. То есть эта дорога относительно новая, но уже стала самой протяженной в Грузии. Откуда ты все знаешь? Все, вот эта вот особенно часть, канатная дорога, это развлекательный комплекс. Наверху есть ресторан, магазины, и называется она Арго с отсылкой к кораблю аргонавтов. Вот мы видим, даже верхняя станция сделана в виде носа корабля. Ну, здесь пока не видно, сейчас мы подъедем и посмотрим. Да, потому что именно вот в мифологии, в части про путешествие аргонавтов, Грузия, ранее она называлась Колхидой,
играет такую важную роль. Что вы Золотое говорите? руно. Ну вот, и, собственно, поэтому называется Арго. А вообще по этой дороге можно подняться наверх. И здесь есть автомобильная дорога, но особые смельчаки, я думаю, могут сделать это и пешком. Именно поэтому, вероятно, просят сохранить билеты, потому что для того, чтобы обратно спуститься, да, по билетам, что вы их приобрели, а не просто так, как называется в народе, с зайцем решили проехать по канатной дороге. Потому что подняться можете на автомобиле либо пешком. Ну вот, мы подъезжаем. Наш выпуск подходит к концу. Ставьте лайк, подписывайтесь за такой интересный контент. Конечно, шучу я. Вот тебе за шутки твои. Мы только поднялись Ускорение. и выходим. Хорошо. Та-дам! И мы на горе Ферия на высоте 250 метров. Вообще. Здесь такой веселый коридор. Немножко попрохладнее, но может так кажется после кабинки. Идем. Здесь у нас предъявите билет. Это чтобы на обратный путь. Понимаю, да. Тут сразу же можно купить мороженое, фотографии. Я так понимаю, можно здесь сделать фотки, да, с таким классным попугаем. Фотобудка. Не знаю, кому это вообще интересно. Здесь какие-то вот эти сувенирчики. Тут разные тоже сувенирчики. Оленьино, ну куда же без этой известной статуи батумской. Вот такие Джорджия, Батуми, кепки. В общем, полный набор сувениров. Кто хочет, можете купить. Но самое интересное, наверное, дальше нас ждет. Ну что, мы с вами вместе выходим из здания терминала к тому, к чему здесь люди сюда, в общем-то, и едут, чтобы посмотреть с высоты на, обзорная площадка, короче. Вот. Здесь какой-то монастырь, смотрю. Ну, давайте посмотрим, что здесь есть. Ну, тоже обычно какой-то бар, кафе, может быть, что-то, да, мороженое перекусить. Дальше здесь какая-то одежда продается, а может, сушится. Это реквизиты для фото, между прочим. Да, реквизиты для Вы фото. можете одеться в национальный грузинский костюм, как женский, так и мужской, и сделать себе такое очень аутентичное национальное грузинское фото. Почему бы и нет? Здесь вот так вот башенка. И вот начинается здесь много зелени. Тут еще какая-то стройка. Зелень. И вот он вид, от которого захватывает дух. Ух, как много всего. Я вижу стадион, вон там Динамо. Сейчас немножко приближу, насколько это возможно. Вон там стадион Динамо Батумского, там Мариот. Собственно, вид на Батуми. И на море, на небо. Как тебе видок? Отличный. Но, как всегда, вот эта вот дымка. Эта дымка – это влажность, это испарение, это... Что это ваши варианты? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот эта вот дымка, все же ее видят. На самом деле дымки здесь никакой я не вижу. Вот в ближайшие дома нет. Но вот там, где горы, вот там дальше она есть. Это слои, наверное, уже атмосферы воздуха так преломляются. Вон там классные скамейки. Можно сесть, посидеть, вот сделать такие селфи. Это храм Цмида Самеба. Где? Храм Святой Троицы. Вот. Вот этот? Да. Сейчас мы приблизим. Вот, да. Угу. И туда мы с вами тоже обязательно как-нибудь поднимемся. Угу. А вот здесь такая импровизированная сцена. Возможно, здесь выступают люди, ну, или просто вот сидят и смотрят на какой-нибудь там концерт, зонтики, где можно присесть, отдохнуть, что-нибудь выпить, съесть. Ну и в целом все, вот эта площадка, это и есть вверх. А может быть, что-то внизу есть? Давайте посмотрим. Что-нибудь, может, там интересное. Здесь же одноименное кафе «Арго». Ну, конечно, как оно могло еще называться, если это все один развлекательный комплекс. Давайте посмотрим, какое здесь меню, что здесь вообще предлагают и что здесь по ценам.
Салаты, например, цезарь 27,5 лари, греческий салат 20 лари 90 тетри, ну и всевозможные пасты, бургеры, конечно же хачапури. Хачапури по-аджарски, самая знаменитая лодочка, 19,80. Блюда на гриле, шашлыки, люля-кебаб, ассортимент большой. Тут есть десерты, аппетитно очень выглядит, это типа как тирамису, скорее всего. Здесь тоже с кремом, вот такие вот чизкейки, очень все аппетитно выглядит. Ну и вот турецкая пахлава. И это не все, если вы подумали, что только это маленькая площадка, конечно же нет. Также мы можем спуститься буквально на один ярус, этаж ниже, и там тоже есть смотровая, и более того, вход в храм. Проход вниз также в основном терминале канатной дороги, откуда мы с вами шли. И здесь мы видим вот такую вот лестницу, и по ней как раз-таки мы сейчас и спустимся. Мы выходим на стоянку. И здесь нас встречает белый бим, черное ухо. Здравствуй, милый. Тебя, наверное, тоже зовут Арго, как и все здесь. Идем по дорожке вниз от парковки. И что-то куда-то должно прийти. Но пока очень живописная такая здесь дорожка, асфальтированная. Здесь машины могут ездить. Смотрите, какие красивые деревья здесь. Ну что, вот дошли мы до поворота и видим просто очередной завиток. И вот туда, дальше по серпантину уходит она дальше. Да, скорее всего, здесь машины уже едут вниз. Но можно и пешком дойти. Но мы сегодня не будем таким экстремом заниматься. Просто вернемся и посмотрим, что там еще есть. Мы пришли вот оттуда. И сейчас пролезем через шлагбаум дальше. И там что-то еще интересное должно быть. Понимаете, да? Стоит шлагбаум. Вариантов пройти будто бы нет совершенно. Но оказывается, это и есть тот самый путь на смотровую площадку дальше. Поэтому, если вы будете здесь и увидите закрытый шлагбаум, идите прямо. То есть он установлен для автомобилей, но людям здесь проходить можно. А сколько людей, интересно, свернуло здесь? Думаю, что пройти нельзя. Смотрите, какой большой Батуми. Вот большинство путешественников, туристов снимают, обозревают только набережную Батуми. Вот там. А вот эту всю часть никто не снимает. И мы подумали, а почему бы нам не пройтись, не только вот там ходить вдоль моря, а еще вот здесь, эти райончики, они ведь тоже жилые. Там живут местных очень много, там свой антураж. И поэтому я думаю, что в ближайшее время мы снимем выпуск про нетуристические районы Батуми. Если такая мысль интересная, ставьте лайк, пишите в комментарии нам, что еще нужно снять. И я думаю, будет интересно походить не только по туристическим райончикам. А еще здесь есть вот такой вот храм. Но, к сожалению, сегодня попасть туда мы не сможем, потому что там ведутся реставрационные работы. То есть он закрыт, здесь все перегородили, и доступа сейчас к нему нет. Продолжают курсировать кабины, их очень много, и следуют они друг за другом очень часто. Люди отдыхают здесь, несмотря на палящее солнце, а виды здесь все-таки очень красивые. И город открывается такой с другой стороны, показывая нам свои масштабы, широты этого города, который внизу кажется очень маленьким, очень компактным и аутентичным. А сейчас мы видим, что Батуми простирается на много-много километров и идет не только по береговой линии, но еще и вглубь, вот сюда, ближе к горам. Смотрите, сейчас только что произошло. Канатная дорога остановилась минут 5 не работала, и сейчас вот запустили, если вы слышите такой звук сильный, это запустили, так понимаю, дополнительный генератор, чтобы людей довести до места назначения. Кабинки вон там, скорее всего, очень медленно сейчас они едут. Вот, то есть это страшновато было бы там остаться.
воздушные кабинки. Вон, видите, как медленно едет. Поднимаются, поднимаются. И сейчас как бы нам обратно уехать. Посмотрим. Ну, а может, останемся здесь на ночь. Тоже ничего страшного. А вы знаете, что мы владеем навыками телепортации? Это так. Смотрите. Вон там кабинка, видите? Мы сейчас окажемся в ней. Раз, два. Мы с вами не в кабине, а все потому, что мы теперь вообще не знаем, спустимся ли мы вниз, потому что здесь отключился свет, какая-то аварийная ситуация, кабинки вниз не ходят, мы ждем, когда починят, сказали, если не восстановит работу кабинок, то нас отправят на автобусах вниз. Не знаю, когда мы отсюда уедем и уедем ли, и насколько безопасно вообще садиться в кабинке сейчас. Если, говорит, не заработает, идите пешком 5 километров. Да нет. Надеемся, что следующее видео будет как раз таки из кабины. Ну что, мы с вами в кабине. Пошли первые, не знаю, стоило ли. Ну, в общем, все заработало, нас запустили в кабину. И сейчас мы спускаемся вниз на ту самую станцию, откуда мы поднимались. Ну вот в целом и прошла наша прогулка. Показали вам стоимость, показали вам площадку, что там есть. Но мы еще не доехали. Если этот выпуск не выйдет, то все, считайте, мы где-нибудь вон там лежим. Ну вы сейчас его смотрите, поэтому Да, все отлично. Поставьте лайк, подпишитесь, напишите комментарий, как вам вообще этот развлекательный комплекс под названием Арго. А я напоминаю, что это самая протяженная канатная дорога в Грузии.